Только он. Думаете, что нет ограничений в цифровой фотографии? Только голубой. Тогда Фавионыч идет к вам. Весь уже взмок, пока записывал этот влог. Тебе, я думаю, точно не интересно, судя по твоим движениям. И у меня, кстати, тоже сегодня голубые фильтры. Или используйте фильтры, как я сегодня пошел. Что он может вам дать? Друзья, привет! С вами Фавионыч. А вот так. Как я мог упустить за эти долгие годы занятия черно-белой фотографии использование интересного фильтра? Сегодня мы будем тестировать его на замечательном Sigma Favion. Фильтр это называется голубой. Что он может вам дать в современной цифровой фотографии? Если вы досмотрите это видео до конца, то вы сможете для себя ответить на вопрос, почему мне нужно использовать этот фильтр и где он абсолютно незаменим. Первый кадр, а мы будем работать именно в формате Favion Cast. Кто смотрит мой канал давно, знает, что мы будем использовать Sigma Favion в качестве записи звука, сопровождающей каждый кадр, поэтому вы не сможете ошибиться, как сделан этот кадр. И начнем мы с самого важного свойства голубого фильтра, что он не просто голубой, делает более голубым небо. В основе чего лежит и теория света, и теория Теслы, что белый свет состоит из множества различных частот, друзья. Эти частоты нашим глазом, нашим механизмом восприятия воспринимаются особенно. И воспринимаются они неравномерно. Для того, чтобы выжить в условиях существования этой планеты, чувствительность глаза человека была повышена в области вот как раз вот в этой, желто-зеленой, друзья. Поэтому многие годы мой любимый фильтр для черно-белой фотографии был желто-зеленый. Он до сих пор в приоритете у многих фотографов. В моем случае голубой фильтр, я не использовал его, поскольку не видел в этом смысла. Ну и это же в принципе понятно почему. Потому что в тот момент я уже снимал на полнокадровые системы или на средний формат. Так как же ведет себя фильтр с современными цифровыми камерами, где матрицы имеют размер меньше, чем полного кадра? Именно сегодня такую камеру мы будем использовать. Это Favion с матрицей APS-C, кроп-фактор 1.6. Что же он даст нам? А даст он вам изменение важного параметра. Стал в прице во языцах всех любителей полного кадра, а именно контраст. Не повышение контраста, как было в случае моего записи с красным фильтром, а понижение контраста, то есть выравнивание контраста за счет снижения уровней интенсивности или мощности волн, которые находятся в нижнем частоте спектра, то есть более длинные волны. А это именно оранжевые и красные цвета, друзья. Да-да, именно сегодня мы будем подавлять оранжевый и красный. Так что вот, друзья, начнем с неба. Классический пейзаж. Первый кадр, друзья, мы делаем в пространстве. Показания — это диафрагма 9, выдержка 1/250, чувствительность 1/100. Облака сегодня великолепные, поэтому прорисовать их глубоко мы сможем на достаточно закрытой диафрагме. 9 не позволяет еще Фавиону попадать в дифракционные вот эти ямы. То есть второй кадр, друзья, немножко сменил я план. Здесь новый строящийся собор, он блестит, поэтому можно будет видеть, я вижу через дисплей пересвеченные отражения купола, но солнце уже под 90 градусов, поэтому можно сравнить, насколько голубой фильтр работает при показаниях работы для поляризационного фильтра. Теперь, друзья, все то же самое, только со снятым голубым фильтром. Сразу видно, что у нас выдержка стала более короткой, 1/400. Соответственно, все правильно. Практически одну ступень этот фильтр гасит. И у меня, кстати, сейчас видоискатель, я смотрю, я думаю, что вы тоже видите, в левой точке золотого сечения видно некий объект, похож на птицу. Ну, или напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Итак, второй план. Здесь у нас... Я, кстати, друзья, забыл надеть фильтру, кстати, правильно сказать, надеть фильтр. Одевать мы сегодня будем камеру, а надевать мы будем на нее фильтр. Так вот, и видно боковые засветы, поэтому надо было, конечно, бленду одевать. Но, тем не менее, друзья, все то же самое, без голубого фильтра. Все мы снимаем в черно-белом варианте. Прежде чем отправиться в следующую нашу локацию, это замечательный подсумок от компании F-Stop, его версия для хранения фильтров. Именно эту сумочку я использую сегодня для хранения своих светофильтров. У меня их не один, поэтому, друзья, если вам покажется интересным этот выпуск, напишите комментарий, и мы с вами поснимаем еще с остальными фильтрами, которые здесь есть. И здесь есть не только цветные фильтры. Для тех, кому интересен мой влог,
касающихся путешествий, касающихся не темы фотографии, смотрите мой новый канал, влог «Зов воды». Все голубое, вода, небо, зеленые человечки бегают. Ну, если серьезно, Когда вопрос выбора фильтра стоит очень остро, друзья. Смотрим, Фавионыч. у меня сейчас горит ярким красным цветом переэкспонированное небо. На закрытой девятке выдержка получилась 1/125. Я замерял по зданию, а здание имеет красно-коричневый оттенок, друзья. Поэтому мы сможем отследить с вами, насколько понижается контраст. Плюс здесь есть отражение еще в окнах. Но я выбрал ракурс действительно сложный. Это покажется весьма необычно, друзья. Но со снятым фильтром у меня выдержка оказалась 1/80. Поэтому точность замера, скорее всего, улучшилась. Но насколько верны показания, это другое дело. Ну и я вижу, что контраст, конечно, намного выше. Да-да, друзья, вы не ошиблись. Дальше идет Урбан. Сколько я снимал на разные камеры, даже на пленочные, здесь очень высокий контраст. И особенно в это время, 20 минут, то есть практически полдень. И сейчас посмотрим. Мы попробуем уложить в этот кадр еще и отражение, чтобы получить максимальную сложность для нашего голубого фильтра. Друзья, мне пришлось установить выдержку, точнее диафрагму полностью открыть на 2,8, для того, чтобы хоть как-то здесь подчеркнуть максимальное количество деталей. И с этим фильтром, друзья, даже в видоискатель я испытываю очень интересное чувство. Видно то, чего раньше не было видно вообще в видоискателе в таких условиях. Я думаю, что это ответ на ваш вопрос по поводу съемки при ярком солнце. Какой фильтр можно использовать? Сложно сказать, насколько условия изменились. Можно только предвидеть, что контраст, скорее всего, будет выше. Выдержка 1/200, поэтому выдержка достаточно короткая для того, чтобы все это поместить. Сейчас я хочу еще один кадр сделать облаков, потому что сегодня очень красивые облака. Ну а пока на Урбана все. Я обнаружил заводь, полностью покрытая купальницами. Они все уже желтого цвета, поэтому крайне интересно будет увидеть, насколько они обнаруживают себя. Я снимал это на 1/200 при диафрагме 2,8. Поэтому, ну и плюс, насколько резкость падает при открытии диафрагмы с этим фильтром, я жду от вас комментариев. В эти два кадра, первый, который я снимал с голубым фильтром, и этот, который вы смотрите, солнце немножко скрылось в дымку. Но условия у них абсолютно идентичные. В видоискатель видно, что картинка более четкая, но градация полутонов, конечно, по-другому выглядит совсем. Я думаю, что это дело как раз в угле. Практически камера направлена под углом 90 градусов под луча. Этот кадр тест устройства на съемку с коррекцией. Я ввел коррекцию -1 ступень и закрылся на 7, чтобы получить очень короткую выдержку. Эта выдержка короче, чем может делать эта камера 1600, выдержка 1/2000. Только благодаря тому, что здесь диафрагма и затвор это единое целое. Заодно посмотрим, как ведет себя этот фильтр в таких условиях контрового света. Второй кадр я успел сделать с аналогичной освещенностью, тоже коррекция -1, 7 и 1/2000. Ну, мне показалось, что достаточно четко все, судя по проводам, но с облаками явно что-то происходит. Мне интересно, потому что вы знаете, что цикл про облака у меня был достаточно емкий. На сегодня нам еще предстоит снять людей, друзья. Еще один прекрасный вариант проверить работу фильтра — это снять по солнцу вот эти вышки и на их фоне яркие облака. Я изменил ориентацию, это только он. Это вертикальная ориентация. И поначалу делал замер и навелся по облакам, но потом решил все-таки по вышке, чтобы посмотреть, насколько хорошо отрабатывается именно гриб. Показания следующие: 6,3, 1/640, ну и 0 коррекции. Коррекция снята. Ну, возможно, вам покажется это необычным, что практически нет показаний разницы в экспозиции. Камера замерила точно так же 1/640, 6,3 без коррекции. Но это связано с тем, что прямой свет
И я думаю, что здесь, в этом варианте, практически нет разницы в экспозиции. Ну и плюс расстояние все-таки до объектов. Ну, как знать, может быть, надо было поменьше сделать точку фокусировки. Вообще-то я планировал сегодня сделать портреты, но явно не такие, какие нарисованы. Настолько красивое место около этого старого собора. Это старая церковь. Рядом построена небольшая, побольше, которая огромная. И здесь очень красивые цветы. Я думаю, что как раз это место для съемки макро мы здесь выберем. Этот крайний снимок некорректен, потому что солнце зашло, и поэтому нельзя говорить, что условия одинаковые. Здесь контраст резко снизился, потому что солнце в облаках сейчас. Итак, 1000, полностью открытая 2.8, никакой коррекции. И по описанию, поскольку я снимаю в черно-белом варианте, вы должны понимать, что здесь бархатцы, здесь желтые цветы, белые цветы и фиолетовые. Поэтому здесь практически весь нужный нам диапазон цветов. 1250, то есть более короткая выдержка, как и должно быть. Я полностью открылся, чтобы сосредоточить ваше внимание и объектива максимальное количество света с этих цветов. Ну и насколько получилось это снять, вы сами увидите. Плюс обратите внимание на то, что здесь по бокам, насколько винитирование в этом фильтре работает или не работает. Друзья, съемка в рассеянном свете, и здесь очень интересное сочетание цветов, как вы видите, фиолетовый, как можно сказать, все оттенки красного на фоне коричневого. Ну, в общем, показатели 1,60, на полностью открытый 2,8. Коррекцию я не вводил никакую. Смотрится достаточно приятно, и контраст действительно очень низкий. Фокусировался, конечно, на открытый, поэтому будет размытый цвет, но по большому счету очень странное ощущение цвета. И, может быть, даже цветы некоторые не будут обнаружены, поэтому напишите в комментариях, насколько это интересно. Получилось практически все то же самое, но единственное, что выдержка стала короче, 1,125. Ну и мне показалось, что здесь цветы более различимы. Во всяком случае, цвет можно определить. Ну, это сугубо мое мнение, поскольку я это смотрю в видоискатель, я не вижу это на планшете. Спорный вопрос, но то, что контраст повысился, да, это однозначно. Важный урок. Это топинамбур, кто не знает, похож на него. Чем интересен он для нас? Именно тем, что очень яркий свет и очень насыщенный желтый. Пока я снимал тут желтое, увидел тут зеленого. Вот он. Совсем близко. Прилетела бабочка. Я бросился снимать бабочку, которая прилетела. Снял ее, конечно же, без фильтра уже. Я тут пробую сфокусироваться в ручном режиме. Эта программа мне дает сфокусироваться в ручном режиме, поэтому хочется снять какой-то макро на iPhone. Кому интересны мои выпуски про макрофотографию, тебе, я думаю, точно не интересно, судя по твоим движениям. Ну, посмотри хотя бы влоги. А потом уже куда-то девайся. Вот мой палец для сравнения. Что, не нравится?